Всем привет! Всех приветствую себя в гостях. Меня зовут Алла, и сегодня для вас будет общий расклад. Давайте рассмотрим, какая женщина вас скоро удивит. Удивит чем-то хорошим или, может быть, не чем-то хорошим. Вот посмотрим, чем же она вас удивит, и кто эта женщина, и чего она, в принципе, от вас хочет. То есть чувства, мысли, планы, действия на вас. Расклад общий на две позиции, поэтому выбирайте вариант первый или второй, или ту карту, которая с вами резонирует. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Для записи на личную консультацию мои контакты на экране, обращайтесь. А сейчас переходим к выбору вариантов и определяйтесь. Итак, единички, аркан, сила. Так, здесь женщина однозначно к вам неровно дышит. Здесь женщина, которая вот прям, знаете, вы у нее какая-то идея фикс. В том плане, что здесь женщине вы очень сильно нравитесь. И здесь барышня у вас очень сильно заинтересована. Сейчас давайте раскроем эту тему. Так, рыцарь чаш. Тут у нас пошла, смотрите, какая романтика. Страсти, мордасти. Так, и десятка жезлов. Ну, вот как всегда. Ложка дегтя в бочке меда. Так, а в чем тут деготь? Ребят, ну тут у вас либо любовный треугольник, либо любовный четырехугольник. То есть либо вы тут втроем, либо вы тут четвером. То есть либо и она замужем, и вы женаты, либо кто-то один из вас в семье, а кто-то один из вас свободен. Так как это общий расклад для 1000 людей, поэтому тут могут быть все эти варианты, которые я перечислила. Итого, о чем первый вариант? Первый вариант о отношениях, в которых либо вы вдвоем заняты, либо кто-то один из вас занят. Женщина к вам испытывает здесь жгучее, вот реально прям жгучее притяжение. Женщина здесь прям вся горит, кипит как чайник. Она вас вообще уже получила, как мужчину, или еще нет? Что-то у вас тут все обрывается как-то. Знаете, такое ощущение, что вот-вот, и потом как-то все сливается. Вот-вот, только-только, и на тебе аркан Луна и Отшельник. Знаете, тут прям как в этом, как в анекдоте. Когда вы уже почти готовы, уже все готово, звонит кто-то, муж или жена, и как бы у вас все это обрывается, кто-то выпрыгивает из окон, кто-то прячется в шкафах, кто-то прячется на антресолях, на балконе и так далее. То есть тут вот прям какая-то такая юморная достаточно история, когда, знаете, такое ощущение, что жизненные обстоятельства не дают вам нормально встречаться как любовникам. То есть как не одно, так второе, как не второе, так третье. Ну, то есть постоянно вот какие-то ситуации между вами, что вы не можете даже быть нормально любовниками. Вот я бы так это назвала. Женщина здесь прям, знаете, уже как этот... Здесь такое состояние, когда вот перед тобой стоит тортик, вот он такой весь с вишенками, такой вкусняшка, он так классно пахнет, этот тортик. И ты уже открыла рот, чтобы его там укусить, а потом бац, вот из-под носа этот торт забрали. И ты стоишь такая вообще в шоке, типа в смысле. Вот здесь речь об этом. Здесь женщина, ну тут, конечно, страсти. А вообще у тебя глубокие чувства есть, кроме страсти? Какие тут еще эмоции к вам есть, кроме страстей? Вот она вышла, королева жезлов. Да, тут вы имеете точно другую женщину. Значит, ребят, давайте так договоримся. Первый вариант подходит исключительно только тем мужчинам, у которых есть две женщины. Если у вас вообще нет женщин, ребят, вам вообще не нужно смотреть общие расклады на ютубе, потому что подразумевается, что у вас уже кто-то есть. Поэтому мужчины, у которых нет женщин, нет смысла смотреть этот расклад. Здесь исключительно только для тех, кто имеет жену и кто имеет, например, там любовницу. Или вот-вот только как бы эти отношения завязываются. Ну, то есть тут точно про то, что мужчина здесь вот как бы с двумя женщинами, скажем так. Здесь у женщины, ребят, ну я тут не нашла глубоких чувств, давайте так вам скажу.
Понимаете, страсть и любовь, я думаю, большинство из вас понимает разницу. И здесь про то, что женщина, ну, как бы она либо помешана на мужских энергиях, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. И здесь женщина просто настолько в вас влюблена, что, знаете, у нее просто вот отключается какой-то холодный здравый разум. И она здесь прям вот вся в таких эмоциях, вся такая в страстях, вся такая, знаете, коленки дрожат, вся вот прям такая, как будто тебе 17 лет, и ты прям влюблена, и прям вот ты вообще теряешь рассудок от этого парня. Вот, любовью тут назвать это я не могу. То есть кому подойдет этот расклад? Либо вы недавно познакомились, и у вас прям бушуют страсти, страсти-мордасти, либо вы можете знакомы быть тут уже достаточно давно, но вот как-то вот любовников из вас не получается. То есть все время вот какие-то жизненные обстоятельства вам мешают. То вы, может быть, разъехались, то, может быть, ваша семья там куда-то переехала, либо она там куда-то уехала. То есть такое ощущение, что у вас жизнь постоянно почему-то вот как-то так, знаете, усложняет вам ваши встречи. Давайте назовем это так. А чем же ты удивишь? Так. Ну, тут, конечно, достаточно забавно получается в конце. Ребят, значит, смотрите. Я не буду говорить, что это у всех отыграется. Напоминаю, что это общий расклад для 1000 мужчин. Поэтому, если отыграется хотя бы процентов на 60 из 100, это уже идеально. И здесь у многих по первому варианту отыграется такая история, что, знаете, вы как тот торт, который вот постоянно куда-то убегает. Вот только она себе там взяла блюдечко и ложечку, чтобы вас как кусочек себе положить на тарелочку и скушать вас, бац, у нее из рук эту тарелочку вырвали вместе с тортиком. И женщина здесь уже, то ли она как-то устала от этих обломов, то ли она уже как-то, ну, сама поняла, что вот как-то жизнь вас постоянно разводит, вот все время что-то не получается. Она здесь вас может удивить тем, что здесь женщина может выйти замуж за другого. То есть, если она еще не замужем была, вот на момент знакомства вашего, на момент вот этих ваших попыток быть любовниками, то она здесь вас удивит тем, что она выходит замуж, или что у нее появился постоянный партнер, с которым у нее серьезное полноценное отношение. Здесь мужчина может предлагать и замуж, и женщина здесь действительно может исчезнуть из вашей жизни. Тут такое ощущение, знаете, что она уже устала от обломов, и если, например, у вас отыграется, что это изначально была замужняя женщина, то да, здесь очень большая страсть была к вам, здесь очень много этих эмоций, здесь очень много притяжения к вам, но, знаете, вот когда ты очень долго чего-то хочешь, а тебе это все время не дают и не дают, или там дают тебе какими-то частями или кусочками, ну, в какой-то момент ты просто перегораешь, потому что думаешь, блин, ну сколько можно оставаться вот в этом состоянии, что вот вроде бы оно есть под носом, потом у тебя его забрали, и в какой-то момент человек просто перегорает. Поэтому, если она была свободна, то она уже просто перегорела и захотела других нормальных отношений. И здесь прикол в том, что как-то со стороны мужчины здесь у вас расклад только для тех мужчин, у которых есть еще одна женщина. И поэтому вот эта вторая женщина, она поняла, что ей тут ничего не светит, просто бегать за вами в поисках кусочка счастья, она тоже устала. Поэтому она тут вас удивит тем, что в ее жизни либо она вернется к своему бывшему мужу, если она рассталась, либо она нашла другого мужчину, за которого она собирается выйти замуж. Вот в этом, собственно говоря, она вас и удивит. Так, у кого не отыгрался первый, переходим ко второму. Либо просто посмотрите, если вам интересно. Подписываемся на мой канал. Напоминаю, не забываем, ставим лайки и смотрим второй вариант. И тут у нас открывается королем жезлов. Так, интересно. Какая здесь барышня и о чем здесь пойдет речь во втором раскладе. Так, тут императрица. Посмотрите, какая у нас тут звезда. Тут женщина может быть то ли обеспеченная, то ли красотка, то ли очень умная.
Ну, в худшем варианте здесь может отыграться, что звезда такая, знаете, со звездой на лбу, которая слишком много почему-то о себе думает. Но может отыграться и в хорошем варианте, ребят. Тут реально может быть очень классная женщина. Потом будем надеяться, что у вас отыграется вариант, что это реально классная женщина-императрица. Так, и что здесь у нас есть? Здесь женщина давно за вами наблюдает. Значит, вы уже давно знакомы. Здесь женщина давненько так к вам присматривается. А в чем ты присматриваешься? Ух ты, 3 короля вышло, ничего себе. А откуда такое количество мужчин? Ну, она на работе окружена здесь мужчинами. Здесь, по сути, как бы вокруг нее вьется достаточно много мужчин. Ты в выборе находишься? Да. Здесь за нее, ну, скажем так, по юморю немножко сражается. Сражается очень много мужчин. Здесь очень много мужчин пытаются добиться ее расположения к себе. Угу. Она многим тут нравится. Ну, здесь такая барышня выходит, знаете, которая действительно очень сильно интересна мужчинам. А как ты к ним относишься? Она не спешит. А здесь абсолютно не спешит. Здесь о том, что женщина имеет большой выбор мужчин. Это не значит, что она с ними спит. Это значит, что она просто с ними общается. Ну, у большинства отыграется, что это ее коллеги-мужчины, либо клиенты по работе. И вы один из тех претендентов, к которому она присматривается. Но как-то она здесь вряд ли проявлялась в ваш адрес. Здесь больше такая, знаете, милое общение, приятное общение, могут быть улыбки, но как-то тут все так достаточно зажато. Насколько тебе нравится этот мужчина? Ну, здесь что-то она как-то то да, то нет, то хочу, то не хочу, а давай ты мне сам что-то предложишь. Да, смотрите, как интересно, здесь женщина ищет императора. То есть получается, что вот эти вот мужчины, которые ее окружают, она ожидает мужских поступков, в том плане, что я хочу посмотреть, кто из вас меня достоин. Вот кто будет проявляться. Женщины как оценивают мужчин? Чем старше женщина, тем больше женщина смотрит на поступки мужчины. Мужчина может навешать лапшу на уши, там, 25-летний, ну, хотя все женщины разные, может, кому-то в 45 можно навешать. Я в этом, в принципе, не сомневаюсь. Но та женщина, о которой сейчас идет расклад, нет, вы лапшу на уши точно не навешаете. И вот она мужчин как бы проверяет на поступки, на ухаживание, на подарки, на ваши отношения к ней. То есть она смотрит, как мужчина с ней общается, тянет ли он ее сразу в постель, насколько он ее уважает, насколько он к ней внимателен, насколько он заботлив, насколько он интересен, насколько у мужчины есть терпение, насколько мужчина щедрый и так далее. То есть, по сути, почему она не спешит? Она не спешит, потому что она здесь ищет своего императора, то есть мужчину, который как бы ей ровня. Хотя тут вышел вот этот король мечей, это достаточно интересный персонаж для императрицы. Но вот как бы здесь она как раз и ждет. Я ж не знаю, тут, в кого вы попадаете, король жезлов, король мечей или король чаш. Значит, смотрите, король мечей это темный цвет волос, темный цвет глаз, высокий, стройный мужчина. Может быть при власти, при органах может работать, военный, политик, бизнесмен может быть. Так, и чем же ты удивишь?
Вы знаете, здесь у большинства отыграется история о том, что она очень длительный период могла с вами просто, ну, типа дружить. Ну, дружбой я это не назову, ну, просто как приятельствовать, общаться. Вы можете быть тут действительно какие-то деловые партнеры какие-то там по работе, например. Она могла здесь с вами, знаете как, может быть, это человек, который в бизнесе вместе с вами, у кого-то это может быть, ну, тут все зависит от вашего статуса, от того, где вы живете, что вы за человек, какая ваша сфера деятельности, какая у вас профессия и так далее. Здесь женщина, которая может вас удивить тем, что она вначале была очень холодна, держала вас на расстоянии, и здесь как бы человек вас к себе не подпускал. И вы здесь видели, что у него большой выбор мужчин, вы здесь могли сомневаться вообще в себе, в принципе, типа, вряд ли она вообще к вам повернется. Но тут такое ощущение, что вот в ближайшее время, ну, плюс-минус, так как расклад общий, то сроки тут не у всех будут работать. Плюс-минус это месяца 3. У кого-то там месяц, у кого-то 1,5, ну максимум 3. Здесь про то, что женщина начнет проявлять к вам какие-то знаки симпатии, потому что вот она уже подходит то время, когда она уже в принципе определилась с мужчинами. То есть она уже, видимо, давно тут определяется, давно уже как бы вот присматривается к мужчинам, вот к этим 3, включая вас. Ну, если это ваш расклад, естественно. Помним о том, что это не личное гадание, это общий расклад. И здесь женщина вас удивит тем, что она вам даст какой-то сигнал, что она выбрала вас. Поэтому, кто себя узнал в этом раскладе, у кого срезонировал этот расклад, то, да, могу здесь вас порадовать, потому что женщина потихонечку будет открываться. Женщина потихонечку будет давать вам вот эти сигналы, что ты мне нравишься как мужчина. И, в принципе, я готова к тому, чтобы развернуться к тебе уже вот с точки зрения женского общения. То есть готова с вами там ходить на свидания, общаться. То есть выйти вот из какой-то ракушки своей, из какой-то своей берложки и как бы уже вам открыться, типа, да, ты мне симпатичен, можешь за мной ухаживать. Вот такая тут барышня. По второму варианту. Не простая здесь женщина. Все, двоечки, на этом расклад закончен. У кого отыгрался расклад, информация, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки. Напоминаю, подписываемся на мой канал. Для тех, кому нужна помощь, консультация, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Просьба не звонить. Я на звонки не отвечаю, поэтому смысла звонить нет. Можете только писать. На смс-ки я отвечаю. На этом всем хорошего вечера и всем пока.